Всем привет! В эфире Scout Sniper, и сегодня в ролике пойдет речь о винтовке, которую можно сравнить, пожалуй, с Моной Лизой в мире болтовок. Это Remington модели MSR Modular Sniper Rifle от компании Ares. Мне этот зверь попал в рамках помощи в покупке, будет отправлен товарищу, но перед этим она будет перебрана, доведена до ума, и только тогда она уедет в пункт назначения. Не буду врать, я ее уже открывал, чудо не случилось, внутри жесть. Арес умеет делать сюрпризы владельцам болтовок, а потому мы ее будем лечить, причем лечить я ее планирую на видео, то есть я покажу, как из базового Ареса будем делать более-менее удобоваримую и, возможно, даже пригодную для игры винтовку. Но пока немного по внешке. Винтовка тяжеленная, то есть она значительно тяжелее моего Ареса, примерно на килограмм-полтора. С сошками и даже легкой оптикой она весит порядка 5,5-6 килограмм. То есть, по факту, винтовка не юзабельна в формате Новрича. Бегать по лесу с ней крайне тяжело. Однако, обладание и удержание ее в руках приносит какое-то невероятное эстетическое удовольствие за счет того, что она короткая. То есть, как видите, в моменте, где заканчивается оптика, до момента, где заканчивается ствол, у меня на Аресе, на моей М40, это расстояние в 2, то есть 2,5 раза выше. То есть здесь у меня еще 1,5 метра, а здесь и полуметра, пожалуй, нет. То есть от хвата до... Она очень операбельна, то есть не зря она придумана как винтовка, видите, здесь имеют скрепление для скошенных муш, формата скошенная мушка, то есть по идее сюда можно поставить что-то типа доктора, пользоваться им вот так, но, если честно, я не представляю человека, который идет на штурм здания с болтовкой. Зачем это здесь нужно? Не знаю. Ребятам, которые заказывали это для нужд вооруженных сил США, видимо, виднее. Так, как я всегда и говорил, чем более навороченная пушка, тем менее она играбельна в страйкбол. В принципе, здесь то же самое. Вот вы смотрите на этот приклад. Это одновременно и офигительная вещь, и в то же время вещь абсолютно ненужная в страйкболе. Как это объяснить? То, что здесь все эти крутилки, фигилки, вертульки, увеличивающие, приближающие, отдаляющие, плюс она еще и складывается, это, конечно, все невероятно круто и фапабельно. Но давайте будем откровенны. Это не сталь. Ложа сделана из сплава. А крепится данный приклад пином между двумя вот этими тонюсенькими направляйками. То есть, по факту, выломать данную вещь где-нибудь на морозе проще простого. И именно это я и читал в отзывах по данной винтовке на больших снайперских форумах западных. Однако, в сложенном состоянии, эта штука невероятно мобильна для снайперской винтовки. Как видите. Она как автомат. Что-то похожее на М4. То есть, если играть не вот так, поставить на нее, например, даже если отломится приклад, я думаю, владелец не будет расстроен. Он просто поставит на нее сюда как-нибудь приклад от М4, воткнет что-нибудь. Я бы поставил коллиматор какой-нибудь и бегал бы просто. Играл так. Чисто по фану. Вот, но ладно. Давайте дальше. Разложим его. Итак, что еще по прикладу? Помимо того, что он, немножко люфтит, это устраним. Все вот эти вещи тоже люфтят, трясутся и
создают такой, знаете, невероятный эффект дешевой китайской хрени. Ну вот, пожалуй, на этом видео мы и займемся устранением люфтов на данном прикладе. Ничего здесь сложного нет. Все достаточно просто. Покажу, объясню. И, пожалуй, на этом мы на сегодня закончим. Я перебрался из кухни в кладовку. Поэтому теперь могу не убирать за собой. Грубо говоря, теперь ролики об этой винтовке будут один за другим. То есть вот, на чем закончу, с того начнем следующее видео. То есть я просто это могу теперь здесь все оставлять. Итак, первым делом отсоединяем приклад. Ну и вот он выехал. Вот этот пин. Ну, как видно, винтовка-то бывшего в употреблении. Видите, вот эти два ушка сделаны не из стали, держат приклад весом порядка полукилограмма. Сами понимаете, любой люфт здесь со временем их просто выломает. Кстати, без приклада винтовка превращается в М4 по весу. Поставим пока ее здесь. Итак, давайте смотреть, что у нас люфтит на прикладе. На прикладе люфтит это, ну и это немножко, естественно. Хотя, если подтянуть, это люфтить перестает. Так что здесь даже заморачиваться не буду. Здесь все просто. Тут обычные винты. Выкручиваем их. На приклад навешано столько всяких тактических свистелок и перделок, типа вот этих рисплана, которые, если честно, это лишний вес. Я больше чем уверен, что снайпера получаете игрушки, реальные снайпера получаете реальные игрушки, скорее всего это скручивают, потому что не используется это 80%, наверное, всей этой фигни. А лишний вес таскать в боевые выходы с собой вряд ли кто-то решится. Так, теперь о чем я вам говорил про жесть. Смысл в чем? Вот эти колесики, они стоят и болтаются. То есть вот она свободно ходит в нем. Это мы будем убирать. Убирать это проще всего при помощи вот этой баночки. То есть смысл в чем? Мы делаем прокладку для колеса. Которая, по нашему с вами замыслу, будет его удерживать. Теперь берем немножко нетканный материал. Это так называемые супер салфетки, которые продаются во всех хозяйственных магазинах. Мне вот он нравится работать с ним, с этим материалом. Он достаточно хорош для тех целей, которых я его использую. Дальше смотреть нюанс. Берем вот эту нетканную вещь, кладем ее сюда, пропитываем машинным маслом. Кладем стальную прокладочку и вставляем это дело туда, что мы, где взяли. Взяли мы, по-моему, не здесь, а вот здесь. Все, люфтить перестал. Итак, мы с вами из погремушки буквально за полчаса сделали монолитный кусок, который приятно держать в руках, который все так же перещелкивается, так же регулируется.
То есть в целом все с ним в порядке. Все. Приклад не гремит, он монолитен. Очень приятен, тактичный. Очень хорошо все. Щека, все держится. Теперь давайте заморачиваться его креплением. Просто сделаем то, что умеем. А именно возьмем хотя бы вот такую вот шайбу. Опять же из наборчика. Что вам скажу? После одной шайбы приклад люфт пропадает. Ее хватит одной. Теперь осталось нам определиться, куда, сверху или снизу. Есть у меня подозрение, что лучше, наверное, все-таки снизу. Пусть приклад будет немножко поднят вверх. Таким образом будет уменьшено, грубо говоря, приклад будет поднят вверх, таким образом будет уменьшено плечо давления на вот эти вот ушки. Мы берем с вами, что делаем? Сейчас покажу, что будем делать. Мы вот сюда вот возьмем вот этот кусочек резинки. Это пористая такая вот интересная резина. И мы ее вот сюда вот по периметру приклеим. Отрежем и приклеим. Вернее, мы сначала ее приклеим, потом отрежем. Берем клей. Намазали. Приклеили. Пока сохнет. Немножко расскажу. Скажем так, сделаю небольшой спойлер про внутрянку данной винтовки. Она практически ничем не отличается от того, что я получил в базе своей М40. Единственное, там был пластиковый поршень. То есть, если у меня в МЦ-700Х это был хоть какой-никакой, но алюминий, то тут направляющая и поршень полностью пластиковые. То есть, если я встречусь с товарищем, который придумал это засунуть в снайперскую болтовку, я скажу ему, что он придурок. Ну, потому что он придурок. Я правда не знаю, для кого они это делали. Ну вот по факту же. Винтовка стоит 500 с лишним долларов. Это пластик. Пластиковый поршень. Ну, ребят, это даже не то, что это не смешно, это не серьезно. Пока сохнет, немножко расскажу про то, что должно на ней ставиться. Это неправильная оптика, это Mark I, то есть 40-миллиметровый объектив. На МСР-ках должны стоять Schmidt Bender LP. Так, на МСР-ках должен стоять Schmidt Bender PM2 LP 50 с объективом 56 миллиметров. Либо Mark III на нее ставится, Leupold Mark III на нее ставится. То есть практически такой же, но объектив будет 50. В целом реплик Леопольда полно. В общем, как-то вот так. Ну что, давайте срежем теперь остатки. Вроде как подсохло немножко. Спокойненько отрезаем.
Спокойненько отрезаем лишнее. Все, никакого люфта ни вверх, ни вниз. Абсолютный монолит. Совершенно другое ощущение при удержании винтовки. То есть теперь видите, если сошки подержать, никакого кремления в районе приклада вообще близко нет. То есть приклад сидит наверх. Это доставляет, я вам скажу, очень приятное ощущение, когда ничего близко не болтается. Ну, как бы на сегодня, я думаю, все. Разобрались с прикладом, вылечили основные болезни МСРок. В следующем видео мы с вами ее препарируем. Я покажу вам то, что из нее можно сделать, то, что с ней сделать. И будем лечить ее хоп-ап. Ну, вставлять, как обычно, AirHop. До новых встреч. С вами был Скаут Снайпер. Всего доброго, подписывайтесь на канал, дальше будет интересно.